Начиная с 4 июля над северо-востоком Черного моря преобладала циркуляция, которую принято называть депрессией, барической депрессией. При низком давлении барической депрессии, как правило, отмечаются восходящие потоки. А опасные явления, летние, они на 99% связаны с так называемыми взрывными конвективными процессами, то есть с быстрым перемещением по вертикали от нижележащих слоев, от поверхности моря, от поверхности суши, в верхние слои, насыщенных влагой, теплых воздушных масс. Это первое. Второе. Начиная с 5 числа на высоте примерно 3-4 километров над северо-востоком Черного моря сформировалась микроциркуляция, которая обусловила похолодание в этом слое, то есть в слое на уровне 3-4 километра. Естественно, такой вертикальный градиент температуры, когда поверхность моря теплая, а на высоте 3-4 километра воздух холодный, усиливаются эти вертикальные потоки. Очень сильное различие было по горизонтали температуры между поверхностью моря, примерно на удалении 10 километров от берега температура моря примерно 20 градусов, на континенте 32-33 градуса. При таком большом градиенте температуры горизонтально возникает турбулентность, которая в конце концов по всем законам динамики также способствует быстрому перемещению воздушных масс. В конце концов, речь идет о Кавказе, о горах, когда воздушные потоки не просто перемещаются, транслируются, скажем, как это было бы, скажем, в центре европейской России, а они, в кавычках, упираются в склоны гор, в предгорья, и возникает дополнительный так называемый вынужденный вертикальный подъем. Все эти факторы привели к тому, что взрывной процесс обусловил невиданные доселе интенсивные дожди. По данным измерений на наших станциях количество осадков менее чем за сутки характеризуется такими числами. В Геленджике 300 миллиметров, в Новороссийске 300 миллиметров, в районе Крымска 170 миллиметров, а совсем на небольшом удалении, в Джубге и Анапе всего 6-18 миллиметров. То есть это процесс локальный, взрывной и очень интенсивный. И понятно, что орография, ландшафт местности обусловили катастрофу именно в районе Крымска, потому что он находится в котловине между склонов двух гор, и очень сильные дожди, практически не впитываясь в почву, без инфильтрации, потому что она была насыщена влагой, скатывались в русло малых, средних водотоков, сливались, приводило к резонансным явлениям, то есть в результате слияния нескольких водотоков уровень воды поднимался, последующие события были просто катастрофическими. Сейчас в районе чрезвычайной ситуация умеренно спокойная, мы прогнозируем отдельные кратковременные дожди, то есть это типичный летний режим погоды, он не приведет ни к каким катастрофическим последствиям, хотя, конечно, каждый дождь, естественно, он ухудшает, затрудняет те восстановительные спасательные работы, которые сейчас ведутся. Те многочисленные, так сказать, необоснованные заявления, которые в средствах массовой информации прошли от населения, я понимаю, что они порождены, условно говоря, этой сложной чрезвычайной ситуацией, которая сложилась в зоне ЧС, о якобы имеющемся влиянии водохранилищ, которые находятся в зоне ЧС. Наша межведомственная оперативная группа, которая сформирована из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, организаций, осуществляющих эксплуатацию гидротехнических сооружений, других заинтересованных органов, сразу исключила. Мы исключили эту возможность еще 7 числа в течение дня путем последовательного обследования всех гидротехнических сооружений. И я должна сказать, что в 18 часов в городе Крымске под моим председательством состоялось заседание межведомственной оперативной группы по регулированию водохранилищ на территории Краснодарского края. Межведомственная оперативная группа сразу исключила возможность влияния Неберджаевского и Варнавинского водохранилищ, которые в зоне ЧС
расположены по следующим причинам. Что касается Неберджаевского водохранилища, расположено на 176-й отметке. На момент чрезвычайной ситуации находилась на уровне мертвого объема, 176-я отметка. В период прохождения интенсивных ливневых дождей объем водохранилища достиг уровня 182 метра по Балтийской системе. То есть вот наличие вот этой вот свободной аккумулирующей емкости Неберджаевского водохранилища позволило саккумулировать в этом водохранилище объем водных ресурсов 8 миллионов метров кубических, что существенно смягчило прохождение вот экстремального паводка на территории города Крымска. То есть водохранилище выполнило в том числе свою аккумулирующую противопаводковую функцию благодаря наличию аккумулирующих возможностей. Что касается Варнавинского водохранилища. Варнавинское водохранилище входит в систему водохранилищ Кубанской системы водохозяйственной, да, каскадная. Оно находится на отметке 10 метров по Балтийской системе, значительно ниже, чем расположен город Крымск. Город Крымск 25-30 метров по Балтийской системе, еще раз напомню. Варнавинское водохранилище отметка 10 метров по Балтийской системе. На момент прохождения паводка экстремального также Варнавинское водохранилище имело запас полезной емкости. И более того, река Адагум, которая проходит через город Крымск, она дальше транзитом следует собственно, в само Варнавинское водохранилище. То есть для того, чтобы Варнавинское водохранилище могло повлиять или оказать некое влияние, во-первых, оно должно быть выше на 10 метров, а во-вторых, река Адагум должна потечь вспять. Ну, понятно, что это физически невозможные процессы, поэтому межведомственная оперативная группа сразу исключила все эти обстоятельства. Мы заслушали на заседании межведомственной оперативной группы доклады всех организаций, осуществляющих эксплуатацию гидротехнических сооружений. Именно 7 числа были осмотрены все гидротехнические сооружения города Краснодара и системы краснодарских водохранилищ. Вы знаете, что основным регулятором на Северном Кавказе, основным регулирующей емкостью каскада является Краснодарское водохранилище, которое находится в эксплуатации у нашего агентства, федерального государственного учреждения. Водохранилище исправное, был запас полезной емкости, также этот запас полезной емкости был использован. Дальше идут водохранилища в системе Шапсукское, Федоровское, Крюковское, Варнавинское, которые находятся в эксплуатации Министерства сельского хозяйства, поскольку эти водохранилища мелиоративного назначения. Все они имели запас полезной емкости, и все они смикшировали или смягчили последствия катастрофического паводка, став приемниками паводковых вод во время вот этого вот события, чрезвычайной ситуации. Конечно, то, что произошло, это прежде всего необычное, экстраординарное, значит, явление с осадками, которое выпало очень короткий срок, и именно на рельеф, который имеет большие уклоны, и формируется поток, который идет тоже под большим уклоном. Честно скажу вам, друзья, что вот как профессионал, специалист, все эти дни, пока шла вот это по телевидению, в газетах, вся эта история, связанная с причинами этого дела, я страшно нервничал, страшно переживал за непрофессионализм, за безответственность в формулировании явления, которое произошло. Ну, например, прямо с экрана телевизора человек говорит о том, что да, мы установили, что больших сливов не было, но сливали порционно. Боже мой, в глухой плотине, в которой есть шахтный водосброс, как можно что-то слить? Эта плотина задержала значительную часть стока реки Неберджайки. И то, что когда дошло до уровня вот этой шахтного водосброса, то, что приходило, то и уходило. Никто ничего не сливал, там невозможно ничего слить. В Советском Союзе, во время советской страны, строить именно там, в пойме, было категорически запрещено. Это было невозможно. Сегодня вся пойма застроена.
В 90-е годы раздали эти участки, и вся пойма застроена. Я абсолютно уверен, что надо немедленно всех людей оттуда выселить. Именно с поймы. Я не говорю о городе в целом, который 60 тысяч, в котором 60 тысяч населения. Но та часть города, которая находится в пойме, вот, совершенно очевидно, что такие вещи могут повторяться. Климат меняется, такие явления будут повторяться. Никто не гарантирован, что через 3 или 5 лет опять будет такая же норма осадков. Поэтому надо из поймы немедленно выселить всех людей.